Вы когда-нибудь видели, как эскиз рисуется линиями, нитками? Это бывают мастера, которые долго учились и считают искренне, что это правильно. Они рисуют при помощи линеек, штангенциркулей, замеряя отдельные участки на брови. И это всегда такая рамочка. Она бывает белая, бывает черная, это уже на любителя, но это рамочка на лице, которая вообще не даст возможности клиенту, если вы клиент, или даже самому мастеру, если вы отучились работать таким образом, что будет с лицом после процедуры, как будет выглядеть лицо, как оно изменится, будет ли оно угрюмым или грустным, или веселым. Все дело в том, что рамочка просто не даст возможности это понять ни мастеру, ни клиенту. И сегодня я покажу вам, как быстро и красиво нарисовать эскиз бровей, который точно даст понять вашему клиенту, как он будет выглядеть после процедуры. С вами Елена Нечаева, и давайте начинать. Посмотрите на это прелестное лицо, на эти невероятно красивые глаза, на эти, в общем и целом, красивые брови. Иногда такие, когда приходят, мне даже трогать их не хочется. Либо там настолько будет незначительное вмешательство, чтобы не испортить вот эту природную красоту этой девочки. И посмотрите, как выглядит она же с разлиновкой у мастера, который прошел обучение на тренера. И теперь этот мастер начнет преподавать то же самое. И обратите внимание на детали. Обратите внимание на то, что мастер прорисовала рамочки, и получается, что внутри вот этих вот рамочек, вот эти все зоны, подразумевается, что будут заполнены. Все мастера, которые рисуют вот такие рамочки, вот такие вот прямые, видите, по нижней линии практически прямые, либо слегка дугообразные линии, они всегда закрашивают вот эту нижнюю часть очень ярко, очень плотно. И затем вот в эту сторону они делают растяжку, такую, знаете, я это называю «а там как пойдет». А там видно будет, что получится, потому что они сами не особо предполагают, чем закончится эта процедура. Но принцип, алгоритм вы должны понимать. Максимальная плотность по нижней линии, и я сейчас вам покажу, и растяжка по внешней границе. И посмотрите на эту девочку. Несмотря на то, что ей накрасили глаза после процедуры, чтобы их больше выделить, они пропадают на фоне этих безумных бровей. Несимметричных 100%, тяжелых, давящих, как со странными двойными хвостами, смотрите, потому что здесь можно было сделать другую форму, но почему-то мастер вот решила, что вот так вот по схемам, как она прорисовала, так и нужно закрасить. С вот этими вот жуткими острыми головками, вот с этой плотностью по нижней линии. Напишите в комментариях, стала ли эта девушка красивее. Я лично считаю, что она сохраняет, скажем так, остатки привлекательности только за счет того, что у нее невероятно красивые глаза и, в общем, очень миловидные такие детские черты лица. И давайте вернемся сейчас к этой девочке, чтобы разобрать сам эскиз. Очень интересно, что несмотря на то, что тут все разлиновано, да, и, скорее всего, это все замерялось. Как это делается? Берется нитка, она пачкается обо что-то, типа вот там тушь какая-то или карандаш тот же самый, и потом она прислоняется к лицу, и замеряется отрезок слева, отрезок справа, и они должны быть, якобы абсолютно симметричны. Здесь я вижу невооруженным взглядом, что уже вот эта вот толщина, она меньше, чем вот эта вот толщина. И у меня вопросы, это прям бросается в глаза и очень сильно. Потом, если мы с вами посмотрим на вот эти вот размеры, здесь тоже явно видна, такая, знаете, прям асимметрия. Я всегда говорю, я постоянно объясняю, что несмотря на то, что на лице нитками может быть вымерено абсолютно идеальное вот это вот расстояние слева и справа, если мы сейчас приложим к этому лицу нитку, то да, это будет абсолютно одинаковый размер, например, там 2,5 сантиметра, да, слева и 2,5 сантиметра справа. Но когда ты отходишь на расстояние социальной дистанции, вот так немножко уменьшаешь лицо, ты понимаешь, что что-то не то, криво. То есть брови несимметричны. Все дело в том, что наше лицо, левая и правая половинка, они несимметричны относительно друг друга. Одна более круглая, одна более открытая. Они съехали относительно друг друга по вертикали. Потому что, в принципе, все люди несимметричны. Нивелировать это можно только если ты отходишь и смотришь на человека прямо, абсолютно анфас, с расстояния в 1-1,5 метра. Я всегда говорю, это социальная дистанция, на которой уже не видны детали, но очень четко видна асимметрия, которая случается, когда мастер работает при помощи рамочек и вот этих схематозов, когда они прям с линейкой
замеряют каждый отрезок на лице своего клиента, ну и как бы им кажется, что все симметрично. На деле, здесь мастер, кстати, молодец, она делает так, как ее учили, все там повторяет, и молодец она в том, что она выложила как бы эту девочку, мне постоянно присылают скриншоты вот таких всяких работ, это одна из таких же мне присланных, я не знаю даже, кто мастер, если честно. Молодец, что можно посмотреть на ее лицо анфас. Не молодец, что она настолько несимметрично нарисовала еще эскиз на этапе, то есть если мы продлим вот эти линии, то будет понятно, что они разной, то есть по идее эти линии должны сойтись в одной точке, что брови эти разной толщины, разной длины, у них на разной высоте хвостики, вот здесь вот он вот так идет крючочком вниз, вот здесь он более открытый, и все это именно потому, что вот здесь вот видите следы этой разлиновки, они стерты, они обычно вот сюда эти линии продлевают, вот у них вот это вот такая куча геометрии на лице, причем здесь тоже, если продлить вот эту линию, то и присмотреться, то вот здесь расстояние больше, вот здесь расстояние меньше. Короче, здесь вроде линии прорисованы, но как бы симметрия вообще не сохранена. Здесь тоже видно, что вот этот хвост длиннее получился, вот этот вот более крючковатый и опущенный, и более короткий. Я всегда говорю, что да, мы не симметричны, и очень сложно добиться какой-то оптимальной симметрии, но когда вы пытаетесь это сделать при помощи ниток, вы наоборот асимметрию подчеркиваете. Поэтому я говорю, тренируйте глазомер, рисуйте эскиз такой, чтобы ваш клиент, его увидев, увидел изменения своего лица. Кроме того, что здесь несимметрично, здесь еще и, как вы понимаете, вот эта проблема основная, когда мастера, прошедшие вот такое обучение, просто заштриховывают тупо плотно по нижней линии, вот в этой части они внутрикожно прорисовывают такую линию, чтобы, типа не потерять эскиз. Такое правило создалось вот у мастеров, которые так работают, и они ее от самого начала до самого конца прорисовывают внутрикожно, как будто это стрелка, знаете, вот то есть это прям линия, то есть это, я всегда говорю, по нижней линии, по внешней линии, вообще по всему периметру брови у вас должна быть легкая дымка, чтобы не было вот этой тяжести, не было давления. Потом они начинают от нее вот в эти все стороны там штриховать под разными углами, но у них всегда остается вот этот вот угол, вот этот некрасивый угол, который, вот здесь он вообще не нужен. Я не знаю практически людей, кому он нужен. А вот, например, работа этого же мастера, то есть здесь у меня нету возможности посмотреть, что было до, но в принципе здесь видно, что вот свои волоски, вот они где-то идут вот здесь, а вот линия, которую создали и прокрасили зачем-то, здесь она вообще очень сильно видна, прям у нее толщина даже считывается, видите, да? И просто от нее уже потом вверх пошла растушевка, причем такой дисбаланс, посмотрите, какая маразматичная ширина вот в этой части, и какая-то вот эта вот дымка, которая похожа на грязь, вот в этой части. Головка намного уже, чем излом получается. Я не знаю, кто со мной поспорит, что эта работа хороша, что это красиво, что это украсило лицо этой симпатичной девушки. Вот здесь видно, смотрите, что получается, вот волоски идут свои, где-то вот здесь вот, по нижней, вот аж вот эта вот зона. То есть зачем-то вот эта вот линия выделена и плотно закрашена. И это сейчас творится повсеместно, просто это норма. Так учатся сотни мастеров, они выходят, становятся тренерами, начинают тренировать других мастеров точно так же, и в итоге клиенты начинают просто-напросто бояться эту процедуру. Хочу вам напомнить, что у меня была сеть студий, и у меня работало более 70 мастеров единовременно. Студии находились в 9 городах, их было 11, и все эти мастера работали по разработанным мною канонам. То есть мы всегда рисовали эскиз, чтобы клиент понял, как это выглядит. Если это растушевка, если это волоски, мастер набрасывал прям эскиз, например, в растушевке. Это было такое нежное прикосновение карандашом с полупрозрачной границей там, где она полупрозрачная будет. То есть с усилением, переносом акцента, если, например, брови низкие сами по себе, благодаря акценту, то есть уплотнению, увеличению количества пигментов в коже, можно эту бровь визуально приподнять, не работая практически в том месте, где много волосков у клиента своих, чтобы не сделать ее такой тяжелой, давящей, вот как все работы, которые я до этого показала. И есть куча нюансов при работе в растушевке, естественно, когда мы можем перераспределить насыщенность, когда мы можем сдвинуть брови, раздвинуть брови, приподнять хвосты, опустить хвосты. Вообще вот эта игра акцентами, она даже при одной и той же ширине, она дает массу возможностей для клиента при выборе своего нового лица. А наши брови, это, как бы я всегда говорю, это лицо лица.
лица, это новое выражение лица, это либо доброе, либо хмурое, либо злое, либо глупое. То есть можно бровями создать глупое лицо. Все из вас, наверное, не хотят такого лица себе. Когда рисует мастер рамочкой, он сам не предполагает. Вот я вам открою Америку сейчас. Мастер сам не знает, как будет выглядеть его клиент после процедуры. И потом он вас будет убеждать, что ой, станет бледнее, эта линия исчезнет, там вот это все, лишь бы вы там не плакали после процедуры. Потому что есть куча недовольных клиентов, которые мне пишут и говорят, как это удалить, потому что мастер их убедил, они сделали эту процедуру, опираясь на его авторитетность, и потом они жутко разочарованы. Хорошо, если это минералы, их можно удалить. Плохо, если это органика, и эту жесткость, эту линию удалить будет почти невозможно, либо очень долго, потому что почти всегда они, эти мастера, которые работают нитками и по-другому не умеют строить эскизы, они соединяют головку с хвостом прямой линией, практически полностью прямой, либо с незначительным изломом, и плотно закрашивают этот низ, съедая вообще излом, съедая вот эту вот аристократичный подъем или вообще легкость, которую можно создать, приподняв бровь. И вот эта четкая линия удаляется супер долго, супер тяжело, особенно если это органика. Поэтому вам, как клиенту, кстати, мы об этом снимем видео еще, нужно разбираться, чем мастер работать будет с вами, и понимать далеко идущие последствия, если вы все-таки захотите что-то изменить, убрать, удалить, и вот это вот все. И сейчас я вам покажу примерно, как должен строиться эскиз, чтобы вы понимали, если вы клиент, как должно выглядеть ваше лицо перед тем, как вы ляжете на процедуру. Кстати, в сети наших студий было еще обязательное правило сфотографировать эскиз, потому что, во-первых, мастер в процессе может потерять его и что-то там накозлить, что-то сделать не то, а во-вторых, для мастера это хорошо тоже, чтобы в процессе подглядывать, если там что-то пошло не так, какую форму бровей там с клиентом они в итоге зафиксировали. И затем в конце процедуры сравнить то, что сфотографировали эскиз, и то, что получилось. И, может быть, какие-то нюансы доработать. Поэтому я рекомендую такой лайфхак, в принципе, всем. Во-первых, смотрите, первое важное правило, найдя середину, например, это всегда переносится, это середина между глазами, лево и право, и переносится вот эта вот часть. Она чаще всего у клиентов не изменена, потому что кончик носа, он может быть свернут влево, вправо, потому что какие-то травмы были и все что угодно. По губам нельзя ориентироваться на середину лица, потому что опять мимическая бывает часто асимметрия, потому что человек улыбается на одну сторону, и постепенно губы съезжают на одну сторону. И подбородок, это тоже у нас, посмотрите, вот сейчас у нас центр линии, и понятно, что вот эта часть подбородка, она меньше, чем вот эта. И это нормально, потому что, смотрите, если посмотреть на это лицо в целом, вот эта вот часть лица более такая вертикальная, вот здесь более выражена скула. Поэтому мы, в принципе, работаем с несимметричной такой поверхностью, да, и, в общем, каждый раз, когда вы какую-то линию поставите, вы должны отойти на шаг вот так вот, то есть я сейчас буду уменьшать, и посмотреть, это середина реально, то есть это такая общая примерно середина лица должна быть, несмотря в каких-то вот отрезках таких вот глобальных вы смотрите. И самое важное, это переносица и расстояние между глазами. Потому что, вот так мы воспринимаем лицо. То есть вот здесь вот у нее могут вот так волосы висеть потом, и будет непонятно, ровно-неровно. Но вот это вот расстояние между глазами, оно считывается очень хорошо нами. Конечно, бывают случаи, когда супер костная асимметрия сильная, и вот эта часть свернута, и надбровные дуги разной формы. Мы не говорим об этом случае. Все-таки большая часть лиц достаточно симметрична, и с ними достаточно легко работать. Поэтому ваша вот эта вот середина, от которой вы пляшете, ее вы найдите сначала и очень четко, чтобы вы понимали, что у вас вот эти вот расстояния одинаковые. Затем вы находите линию горизонта, от которой вы будете плясать. Это всегда внешние уголки глаз. Это не зрачки, потому что есть раскосость, косоглазость, есть какие-то вот такие вещи, которые помешают вам это сделать. Вначале вы можете даже вот эти линии прорисовывать прямо на лице клиента, чтобы как бы у вас был ориентир. Потому что я иногда смотрю, что клиент сидит вот так немножечко криво, он не понимает, он не чувствует этого, никто не чувствует. Вы должны в первую очередь выровнять лицо по вертикали, по горизонтали, развернуть его абсолютно прямо анфас на себя, выровнять лицо по уголкам глаз, чтобы оно пересекалось, вот эта вот плоскость, уголки глаз, с чем-то горизонтальным у вас в кабинете, например. Но
как бы вы понимаете, да, вам надо от чего-то отталкиваться. И лицо постоянно поправлять, потому что в процессе работы клиенты все время как-то вот начинают что-то горбиться, вот такое делать. Нарисовав вот эти вот пару линий, дальше я рекомендую всем, в принципе, развивать свой глазомер и примерно понимать, что мы, да, строим прямыми линиями, то есть, да, как примерно там, где я говорила, как неправильно работать, это условная рамочка, которую мы должны заполнить, но она должна быть у вас в голове. То есть если я сейчас покажу, как я строю, у меня очень много уроков на эту тему есть в YouTube здесь, подпишитесь, постоянно много информации новой появляется. Также в моем телеграм-канале, в Инстаграм, я везде постоянно веду прямые эфиры, рассказываю об этом. То есть я не буду сейчас говорить, какая форма правильная, да, у меня об этом очень много мною рассказано, просто я вам говорю, вот эта форма, она у меня в голове. И когда я начинаю рисовать на своем клиенте новую форму, я понимаю, что мне нужно вот эту вот зону, смотрите, я сейчас ее выделила, да, заполнить, чтобы бровь стала более классической, более восходящей. То есть, что я буду сейчас и делать. Я никогда не рисую никакие рамочки, я рисую новые брови на лице клиента. И это может быть растушевка, или это может быть волосковый метод. И там я рисую по-разному, то есть, либо это напыление, либо это прям прорисованные штришки, такие волоски, чтобы было четко понятно, где у меня будет яркая часть, где у меня будет полупрозрачная часть. И потом я начинаю набрасывать. То есть, смотрите, я нахожу в изломе брови, обычно это вот этот глаз, потому что это сложная зона для рисования, ты как бы рукой закрываешь лицо клиента. Плюс эта бровь практически всегда более низко расположена. И я нахожу место, где еще растут пушковые волоски, потому что я противница того, чтобы мы работали на пустой коже и очень сильно. Хотя в волосковом методе мы имеем больше возможностей гораздо для изменения формы, потому что волосками можно показать и полупрозрачность, и рельеф, и блик, и насыщенность, и переплетение, уплотнение. И, правда, изменить форму проще волосками, чем растушевкой. Но просто, чтобы вы понимали. Короче, я набрасываю, примерно понимаю, где у меня максимальная высота в изломе. Излом у меня, в 90% случаев находится над уголком глаза. Не дальше, потому что вот такие, знаете, рисуют иногда прямо длинные такие тела и вот такой коротенький хвостик. Мне не нравится такая форма, и я вас призываю так не делать. Поэтому над внешним уголком глаза у нас находится излом. Потом я опускаю хвостик вниз, чтобы как-то у меня получалось такое, знаете, восходящее направление у тела брови. И этого я могу добиться, если дорисую немножко волосков, например, в районе переносицы. Смотрите, я сейчас буквально несколькими штрихами построила ту самую бровь простой формы, которую я до этого накидала. То есть вот у меня прямое тело брови, прямоугольник по сути, и хвостик брови, который находится в зоне роста своих волосков. У меня сохранилось восходящее направление тела брови. Я работала только в зоне, где у нее растут волоски, усилив немножко изменив форму и дорисовав их там, где у нее они не растут, потому что там, не знаю, выщипала, что она с ними сделала, я не знаю. И затем я перехожу на соседнюю бровь и смотрю сразу. У меня есть линия в голове, вот я провожу, так как у меня простые прямые линии, я могу оцифровать свою форму брови, в отличие от девушки, которую я показывала до этого. Там форма была бесформенная, там ее как бы практически не было. И получается, у меня с другой стороны должна повториться такая же форма, с такой же длиной в теле брови, такой же высоте от линии горизонта. В идеале вот эти все линии мы с вами должны сделать одинаковыми. И вот эти все линии мы с вами можем замерить, но мы должны это делать не на клиенте, когда мы вот делаем это на его костях, которая одна раскрытая, другая изогнутая, например, да, а мы это делаем, отходя вот так вот как будто бы на 1,5 метра и глядя на него со стороны общения, со стороны вот этой социальной дистанции, когда мы лицо воспринимаем в целом, и как оно выглядит, и его новое выражение лица, и как эти брови идут или не идут. И вот тут уже мы начинаем подправлять детали, то есть я смотрю, вот это вот расстояние у меня одинаковое слева и справа или нет. Хвосты у меня одной длины, причем вот именно видимая часть, когда я прямо на лицо смотрю. Или нет, вот эта толщина у меня одинаковая или нет. И вот эти высоты у меня тоже одинаковые или нет. Это все можно сделать, я говорю всегда, через какое-то количество труда, когда
вы увеличиваете свою насмотренность, делая эскизы на сотнях клиентов или рисуя на планшете вот так, как я постоянно. Это насмотренность, которая вам поможет создавать новые лица именно. Да, это немножечко сложнее, чем нитками понарисовать, но ваши клиенты, они будут выглядеть совсем по-другому. Ваше портфолио будет производить вау-эффект. То есть, смотрите, я сейчас заполняю, держа в голове вот ту самую линию, заполняю пустоты, которые у этой девочки на лице есть, создаю новую форму бровей для нее, отодвигаю, смотрю, все ли у меня в порядке. Смотрите, сейчас мне видно, что вот этот пучок выделяется, смотрите, да, из-за этого кажется, что эта бровь какая-то коротковатая, что-то с ней не то. То есть я понимаю, что мне нужно будет побольше поработать вот в этой зоне в головке, чтобы создать, более такое длинное тело брови. Причем я сейчас не увеличила, я просто его сделала ярче. Отодвигаю, понимаю, что да, прорисовалась головка. Если я усилю вот эту нижнюю часть, да, я могу это сделать. Бывают очень высоко задранные брови, их нужно опустить визуально, но это не часто случается. То, в этом случае мне это не нужно, это не то пальто. Зато я могу здесь усилить верхнюю часть брови, чтобы бровь как бы условно взлетела, чтобы она стала нами считываться как более высокая бровь. Причем обратите внимание, вот если вы клиент, если вы мастер, обратите внимание, только что бровь была прямая, потом она у меня была низко-лежачая, а теперь она восходящая, прям считывается, да? Все это игра с акцентами, и все это должно делаться на этапе отрисовки эскиза, чтобы ваш клиент точно понимал, с чем он от вас уйдет. Понятно, что у нас еще есть куча нюансов, типа там кожа выкинула пигмент, нужна коррекция. Это все дело десятое, все об этом знают, все понимают, на что они идут, когда делают перманентный макияж. Но отдаваться вот так вот смело в руки мастеру, который нарисовал вам несколько несимметричных полосок на лице и сказал «будет красиво», не нужно. И делать такое со своими клиентами тоже не нужно. Так, что я хочу сделать? Я сейчас, отодвинув лицо, поняла, что у меня вот эта бровь получилась шире. Мне это опять не нужно. То есть я вот так... Сейчас я имитирую свое хождение вперед-назад перед клиентом. То есть я рисую близко к нему, потом я на шаг-полтора отхожу, чтобы лицо в целом воспринять. А вдруг я нарисовала слишком широкие брови, и на фоне них глаза вообще в точку превратятся? Или они, наоборот, слишком маленькие? То есть вот эти все нюансы можно понять только отходя на дистанцию, когда вот там вы с человеком условно общаетесь и его лицо воспринимаете уже полностью. Вот примерно в таком ключе и идет моя работа с клиентом. Вот смотрите, я сейчас ей нарисовала вот эти брови, да? Я покажу вам сейчас законченную работу уже, поэтому не обращайте внимания на то, что они, может быть, где-то не такие уж там и симметричные, потому что мне лень долго рисовать и в разговорах участвовать. Причем, обратите внимание, я сохранила все волоски. На самом деле, на моем курсе «Как свои», который идет, например, сейчас, и вот прямо на днях начнется новый поток, огромное внимание мы уделяем именно построению форм, именно изменению лица нашего клиента и тому, как это правильно делать. И как ни удивительно, приходят-то опытные мастера. 95%, наверное, застревают именно на построении красивых форм. И мне, когда я спрашиваю мастеров, которые у меня учатся, они говорят, а я даже не знала, что это моя проблема. То есть я вот так рисовала, меня так научили, и когда я пришла к тебе, то есть я пришла такая королева, я все умею, я делаю идеальные растушевки, у меня идеальные формы, а оказывается, что я вообще не умею строить правильно и украшать лицо клиента. И застревают на этой серии уроков по построению бровей все. Как бы хотела сказать многие, но практически все. Вот, и я вот об этом сейчас вам вкратце расскажу, но чтобы вы понимали, курс идет 3 месяца, и там мастера очень сурово учатся, чтобы вот это понять, зафиксировать в голове. Это, естественно, не так уж и просто, но зато вы потом будете делать фееричные работы. Курс этот может подойти и новичкам в том числе, потому что вот вы должны понимать, вот вы сейчас новичок и думаете, ой, я пойду сначала на базовый курс. Нет, вас на базовом курсе научат строить вот такие дерьмовые работы нитками. И вы даже, мало того, что потратите время, вы еще и себе на какое-то время зафиксируете это в голове, вам переучиваться будет потом. Поэтому, да, курс подходит и новичкам в том числе, и даже, я бы сказала, с него новичкам нужно начинать. И не нужно бояться волосков, потому что, например, в моей сети студий у нас все мастера делали только волоски, и они с нуля начинали учиться, и они сразу работали на волосках. Поэтому это такой миф и вообще стереотип о том, что только опытные мастера должны учиться на волоски. Это просто говорят те мастера, которые только растушевку умеют делать. Я вам сейчас открою Америку на эту тему. Ссылка на этот курс будет в описании к этому видео. Не бойтесь, идите учитесь. Вы станете гораздо сильнее, чем могли бы быть после любого даже базового обучения. Так, что я хочу вам показать? Смотрите, я сейчас эти брови расширила практически, в 2 раза. То есть они
они широченные. Но они за счет того, что они легкие, такие полупрозрачные, рыхлые, нету вот этой прокрашенной сильно кожи, как сейчас в растушевках у нас с вами происходит. Вот. Я сохранила все ее волоски, и я рисовала только, в общем-то, там, где ее брови имеют шанс отрасти. Я ненавижу, когда выходят на большое расстояние на лоб, там, где волосы никогда и не росли. У нас, кстати, в сети студии было правило не больше 1,5-2 миллиметров в любую сторону. То есть мы немножко расширяем, ждем, если отрастут, потом через время можно еще расширить. Поэтому не стремитесь нарисовать что-то такое сразу яркое и навечно, потому что это никогда не выглядит натурально и не украсит вас, если вы клиент, и не украсит портфолио ваше, если вы мастер. Смотрите-ка, интересно сейчас будут нюансы. Я беру эту девочку, и, например, у нее брови находятся на нормальном расстоянии, то есть я условно хочу сделать ее бровь более рельефной, более, скажем так, объемной, да, потому что она какая-то плосковатая. Бывают такие лица, на которых это прям, надо сделать. Если мы прорисуем с вами акцент, например, в середине, то есть акцент что такое? Это усиление. В растушевке это уплотнение, это тоже можно сделать путем большего количества проходов, или если вы выберете другой оттенок. И в волосках это тоже прорисовка более таких ярких пучков, или если мы с вами возьмем более какой-то такой насыщенный цвет. Смотрите, если отодвинуться на расстоянии социальной дистанции, то бровь стала выглядеть узенькой, да? То есть вот эта девочка, у нее такие некрупные черты лица, очень она худенькая, видно, и у нее массивность не нужна в лице совершенно. То есть бровь изменилась, да. Работала ли я в рамках этой брови? Да. Если я сейчас это уберу и, например, прорисую насыщенность у нее по нижней части брови, потому что, мало ли, бывает такое с возрастом, что мимически задираются брови просто потому, что такой гипертонус на лбу появляется, и они становятся слишком высоко, и мы вынуждены немножко опускать бровь. Такие случаи случаются и достаточно часто. То есть если я эту же бровь прорисую насыщенность по нижней линии, отодвигаю, она тоже не толстая, но бровь немножко визуально опустилась. И если я то же самое сделаю по верхней линии, потому что, почти всегда мы с вами пытаемся приподнять бровь, такой визуальный лифтинг создать. То есть я прям сделаю акцент, границы верхней линии, все равно оставляя там серию пушковых волосков, и также не меняя толщины. То есть, она есть, она будет, зачем нам сильно менять толщину, просто мы перераспределим насыщенность в верхнюю часть брови и отодвинем. И она начинает смотреться какой-то более тонкой, более высоко задранной, высоко поднятой. Также точно это все делается во время рисования эскиза, то есть мы можем прям играть вот этими вещами. Также я могу прорисовать эскиз разной насыщенности. То есть вы сейчас обратите внимание, насколько по-разному будут смотреться эти брови, если я на одной брови прорисую. Причем они в одном и том же месте находятся. Одна и та же у них толщина. Смотрите, они просто на разный уровень вышли, левая и правая бровь. Понятно, там можно чуть-чуть еще поиграть, там вот эту насыщенность смягчить где-то, чтобы она не давила. Просто они стали на разные уровни, но они находятся в одной и той же границе. То есть вы понимаете, да? У нас получается верхняя граница и нижняя граница не изменились. И вот все эти нюансы мастер должен прорисовать на эскизе. То есть клиент точно должен поднимать. У него будет лифтинг или будет опущена, будет в середине брови насыщенность, или там еще как-то. Еще бывает, что пучки у нас на разном уровне находятся, и тогда мастер нивелирует вот эту асимметрию путем уплотнения там или там. И этого никто никогда не делает в растушевке, когда она строится при помощи ниток, просто потому что они по-другому не умеют, их не учили. И это тоска-печаль. Так, я вам покажу, как выглядит процедура сразу после на этой девочке и то, к чему мы пришли. Мы с ней договорились о простой формы бровях, которые, в принципе, у нее когда-то были, она их испортила, и все. И получилось, какой был эскиз, такая получилась процедура. Конечно, может зажить более бледно, на второй процедуре мы это усилим, поправим, или насыщенности добавим, все это нюансы, но, чтобы вы понимали, эскиз прорисованный должен полностью повторяться после процедуры. Максимально близко к нему быть. Конечно, не всегда получается где-то что-то прокрасить, кожа там, еще что-то, мастерство разного уровня, но клиент должен получить то самое лицо, о котором договаривался на эскизировании.
Вот таких нюансов в работе с лицом клиента невероятное количество. У меня, например, в этом опыт 15 лет, и я его передаю сжато, концентрированно на своем курсе, например, как свои. Сейчас скоро выйдет тренерский курс, где я буду учить тренеров, как правильно работать. И я считаю, что изменение лица клиента и визуализация того, как это будет выглядеть, это одна из самых важных частей работы вообще в принципе с лицом. И если вы клиент, не доверяйте мастеру, который рисует нитками и который рисует рамочки, потому что я вас уверяю, он сам не знает, что у него получится. А если вы мастер, не идите учиться туда, где учат работать при помощи ниток, потому что вы просто потратите деньги, потеряете свое время и так и не научитесь видеть, как правильно и красиво изменить лицо вашего клиента. Конечно, это может быть сложно для кого-то, вы будете ошибаться, но я всегда говорю, наша профессия, она сложнее, чем это преподносят тренера, которые просто хотят здесь и сейчас забрать ваши деньги. Тренера, которые больше развлекают, чем обучают. Если вы выбрали это мастерство как свою новую профессию, в которой вы будете находиться много лет, создавать сарафан, повышать постоянно чек, то вы должны очень серьезно отнестись к тому, как вы будете работать с лицом. И да, это сотни лиц тренировок. Да, это сотни листов латекса, на которых вы будете тренироваться, вносить в кожу пигмент. Это тысячи лиц на планшете или на бумаге, на которых вы будете работать. Только после этого вы начнете просто вот так в секунду видеть, как лицо изменить, как быстро его исправить, как сделать свою работу минимальной, потому что вот все работы до этого я показывала, там просто тупо было закрашено все, что выше вот этой линии, которую они прорисовали. А я говорю всегда, что наша работа на пустом месте, там, где нету волос. Зачем лезть туда, где их и так много? Поэтому минимизировать свою работу, минимизировать количество пигментов в коже и сделать свою работу эстетичной, гармоничной и красивой. Да, можно только через большое количество тренировок. И, кстати, да, вы можете по ссылке в профиле пойти и попробовать это сделать на моем курсе, который скоро стартует. С вами была Елена Нечаева. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал, поставьте колокольчик, чтобы вы первыми видели все мои новости. Всем пока!